ребят, здесь можно перекусить. Я этого делать не буду, потому что я сюда не за этим приехала. В общем-то, вышла опять из дома поздно, поэтому, ребята, спешу. О, красота какая, капуста. Районы, которые строят их, самолет. Вот это, как вы понимаете, вход в музей, в дворец, вот в этот вот дворец. Ребята, какая красота. Ну вот, пожалуйста, Василий Баженов и Матвей Казаков. Наши прославленные, друзья мои, архитекторы. Почему-то огородили турникетами. Ребят, не было в 2018 году такого. Почему сделали так, не знаю. Идем дальше. Посмотрите, какой ансамбль. Ой, просто. Кстати говоря, он совсем недавно буквально открылся, потому что он много лет не функционировал. Конечно, очень огромный архитектурный ансамбль. Сюда нужно приходить, друзья мои, в хорошую погоду, в светлую, ну, в солнечную. Так, фундаменты и фрагменты стен большого кавалерийского корпуса. Архитектор Баженов, 1782-1784 годы. Это вот этот вот, да, я так понимаю? Я когда-то близко подходила, а сейчас что-то мне по газону не хочется идти. Вот так, он был разобран в 1795 году в связи со строительством Большого дворца, то есть вот этого вот, дорогие мои друзья. Ну и фундамент музеифицированные фундаменты в 2006-2007 годах. Ну, какая красота, ребята. Как хорошо, что наши умеют сохранить, ну, научились, во всяком случае, сохранить память прошлого. Вот видите, древние камни. А сейчас мы подойдем к макету. Вот здесь имеется макет, который и покажет нам достоверно, где находились различные строения.
дворцовый ансамбль Царицына 1775-1785. По именному указу императрицы Екатерины II, архитектор Баженов. Друзья мои, конечно, можно пройти под мостом к пруду, но я хочу пройтись по мосту. Поэтому немножко сделаем небольшой круг. Дорогие мои друзья, здесь постоянно убирают, смотрят за чистотой парка, поэтому очень приятно, конечно, все это. Ага, этот трактор на прицепе «Газель» везет. Так, давайте посмотрим. Ну вот еще вот это вот камер Юнфорский корпус. Архитектор Баженов. Вот, видите, вот остались одни камни. Фундамент, я так понимаю, не сохранившееся сооружение архитектурного ансамбля Баженова предназначался для камер юнгфер, придворных девушек. Ого, ого, ребята, это интересно. Прислужниц императрицы, ребята, разобран архитектором Казаковым в 1795 году при создании парадного дворца перед Большим дворцом. Фундаменты здания были открыты для демонстрации посетителей в 2005-2007 годах. Ну вот картинка при солнечном свете. А сейчас немножечко, конечно, мрачноватая картинка. Но это же осень. Осень, ты на грусть мою похожа. Осень. А вон вдалеке виднеются многоэтажные современные здания, дома, жилые постройки. И, конечно же, как-то все-таки, находясь здесь, отдаляешься от действительности, от современной. Поэтому, ребята, ну, не совсем, конечно же, не полностью, не все целые полностью, но, тем не менее, есть такое чувство, что ты попал в те далекие времена. И вот такое мрачное небо у нас сегодня. Вчера еще хоть как-то солнышко проглядывало, сегодня нет. Не хочет показываться. Ребята, посмотрите, вот это вот мне тоже нравится здание. Вот это вот. Сбоку, который флигель. Флигелек какой-то. Но это мы попозже узнаем, что это за здание. Нет, почему попозже? Можно подойти. Почему нет? А вот пруд, ребята. Живописный пруд. Очень красивый. Летом можно покататься на лодках. Я как раз оттуда, ребята, и пришла. А потом сделала вот так круг. А, это малый дворец. Ну, все понятно. Есть большой дворец, есть малый. Угу. Или уединенный домик, что на горе. Вот так он назывался. Ребята, я на днях все-таки постараюсь посетить парк, Головинский парк, усадьбы Михалкова.
и вы убедитесь в том, что очень похожи постройки. То есть там предположительно архитектор Баженов, а здесь все-таки это 100%, 100% задокументировано. Вот видите, архитектор Баженов. И покажу я вам. Это, смотрите, как здорово сверху смотрится это все. Разрушается уже кирпич, я не знаю, он современный или все-таки старой постройки, потому что он был, ну, этот архитектурный ансамбль был восстановлен. Вообще, скорее всего, что это старый кирпич, дорогие мои друзья. Нет, все-таки он бы не оставил таких острых углов. Это восстановленный. Может быть, частично. Может быть, вот эти вот фрагменты старые, а вот то, что отсутствовало, наверное, а вот тут клеймо стоит, дорогие мои друзья. В общем, не буду говорить, надо почитать все это, точно узнать, для того, чтобы потом нести эту информацию в массы. Белочки дали. Огромный, огромный орех. Вот она с ним побежала. Боится, что отберут. Ням-ням. Возможно, здесь протекает речка, когда тают снега весной.
Ребят, все-таки хочу сходить к большому пруду Царицынскому. Там очень живописное место. Что у меня с голосом, не пойму никак. А вот, ребята, плотина Царицынская, вы прочитали, наверное? Посмотрите, какой красивый мост. Сегодня, к сожалению, прохладно. Вот сейчас в данный момент дождя нет, дело к вечеру. Уже даже немножечко как бы смеркается, но, ребята, стало прохладно. Даже немного, чуть-чуть мерзнут руки. Градусов 9, наверное, может быть даже 7. Ох. Я люблю вот такой шум воды. Шум водопада. А посмотрите, какая волна от лодки. Ой, немножко небо проясняется. Хоть бы завтра хорошая погода была. Зажглись фонари, дорогие мои друзья. Правда, не везде. И мне пора домой. Как не хочется мне уходить из этого живописного места. Такая красотища.
Ну что ж, дорогие мои друзья, попрощаюсь с вами до следующего видео. Всем здоровья, всем добра и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока.